12-летняя девочка по имени Эмили Браун оказалась в офисном здании в центре Чикаго случайно. Она просто ждала, пока ее мать, Лора Браун, закончит дневную смену уборщицы. Обычно Лора работала по ночам, но в тот день ее срочно вызвали из-за важного совещания на исполнительном этаже. Эмили не должна была находиться там, но у матери не было выбора. Корпорация занимала несколько верхних этажей стеклянного небоскреба. В тот день там готовились к решающему звонку с немецкими партнерами, от которого зависел крупный контракт. Напряжение ощущалось даже в коридорах. Сотрудники спешили, экраны показывали цифры, а время безжалостно уходило. Генеральный директор Майкл Фейл понимал, что сделка может сорваться из-за отсутствия переводчика. Эмили сидела у стены с рюкзаком на коленях и старой тетрадью. Немецкий язык был для нее не школьным предметом, а частью детства. Ее бабушка говорила на нем дома, и девочка запоминала слова без цели и расчета. Когда телефонный звонок наконец прозвучал, никто из взрослых не оказался готовым ответить так, как ожидали партнеры. Ошибку удалось предотвратить в последний момент. Детское знание языка, приобретенное из любви и привычки слушать, позволило удержать разговор и сохранить переговоры. Контракт не был сразу подписан, но кризис был остановлен. В тот день никто не аплодировал. Не было громких слов и обещаний. Но для Майкла Хейла стало ясно, что в его компании слишком долго не замечали тех, кто оставался в тени. Лора продолжила работать, но ее условия изменились. Эмили вернулась в школу, получив возможность учиться там, где ее способности больше не были случайностью. История не изменила мир корпораций, но изменила жизни 3 людей. Она показала, что иногда самое важное решение принимается не за столом переговоров, а в коридоре теми, кого привыкли не замечать. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, напишите в комментариях, откуда вы смотрите это видео. А если вам понравилась история, то поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.